Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high. Приветствую вас, друзья. Спасибо всем, кто присоединился. Если звук нормальный, то все хорошо. Если нет, напишите в чатик. Давайте сейчас, наверное, в первую очередь представлю гостей. У нас сегодня в гостях специальные гости. Это МС и Криптохамстер. Поговорим сегодня по рынку, посмотрим, какие основные тенденции, наверное, присутствуют в мировой экономике, на нашем криптовалютном рынке. Ну и послушаем мнение наших участников. Обязательно поддержите лайками этот стрим, чтобы алгоритмы YouTube его тоже продвигали и больше людей смогли нас и наших гостей послушать. Так, сейчас я, наверное, переключусь отсюда. Так, вроде бы все в эфире. Если всех хорошо слышно. Ну, я в первую очередь сейчас я раздам, наверное, экран. Кирилл, если удобно, я знаю, большой лаг во времени. Вот, можете в первую очередь по рынку свое мнение сказать. Вы и мы с удовольствием послушаем, и все участники тоже. Спасибо большое, друзья. Всех приветствую. Ну что, мы как бы не тратя время даром, сразу переходим к графикам. Смотрите, какая интересная у нас ситуация. Я вот тут уже, у нас достаточно узкое такое комьюнити, да, в принципе, все друг друга все знаем, и вот обсуждаем в последнее время примерно одну и ту же ситуацию. Биток 68, там 67 сейчас. И, я себя немножко слышу, наверное, в динамиках у Гоши, но не критично. У меня нет У динамика. меня небольшой такой, да, ну вот я Отключен. у кого-то сейчас слышал себя, эхо фонило. И сейчас чуть-чуть, но не сильно, не Сейчас критично. я посмотрю, может, зум. Ну да, потому что, скорее всего, на видео тоже, наверное, такое. Смотрите, короче, какая интересная ситуация. Два полярных момента присутствуют на рынке. Я не могу обойти стороной первый из них. Это традиционные классические активы. В первую очередь ценные бумаги США, S&P. И причина простая. Нас интересует же крипта, да, то есть как крипта будет двигаться. Ну и понятно, что она идет почти всегда вместе с битком. Если мы посмотрим на такие глобальные движения, то все коррекции, любые, даже там пресловутые с 20 тысяч там, до 3, они все связаны с движениями на рынках ценных бумаг. То есть они по времени очень хорошо совпадают, по амплитуде там понятна разница, но как бы все это время, пока биток живет у нас, ну давайте, может быть, сейчас я не буду вот этот там с Binance, но можно, например, BLX добавить, который совсем давно. Все время, когда существует биток, мы, в принципе, видим рост. Почему? Потому что все это время, начиная вот с 2009 года, у нас рост глобальный по традиционным активам. И сильного медвежьего рынка, такой, какой был, скажем, в 2008 году, да, там рынок недвижимости, там крах доткома в 2000-м, такого у нас сильного падения не было. И поэтому, в принципе, весь рост, который мы наблюдаем, все недавние 10 лет, он хоть и чередуется с 80-90% коррекциями, но они очень быстро, относительно быстро заканчиваются. И, безусловно, часть людей
на рынке, они смотрят на эту динамику и понимают, что в какой-то момент может произойти вот такая вот штука. И тогда биток, конечно, тоже себя чувствовать будет не очень хорошо. А если посмотреть на то, как, в принципе, он замедляет свой рост в последние годы, да, и уже вот эта цикличность ее 4-годичная не так явно выглядит, и многое похожее на эти моменты, то, в принципе, становится все более напряженно. И дело в том, что, почему я про S&P говорю, то есть, понятно, корреляция, да, даже на каких-то очень коротких таймфреймах, я вот тоже буквально-таки недавно была эта история, не 10 секунд, конечно, а 10 минут, хочу показать, значит, S&P, пожалуйста, движение вниз, вот это вот было, по-моему, это отчетность по некоторым крупным компаниям была не очень хорошая. И что же мы думаем, на битке в этот момент произошло вот это. То есть мы сначала поднялись наверх, потом упали вниз. Причем это падение, оно совпало с падением на S&P. Там не только, по-моему, даже не только фьючи были уже и спот торговался. Но рост, который был вот до падения, он произошел без движения на рынке ценных бумаг. То есть нас просто мотают в разные стороны. Как бы люди, у которых есть инсайт, они сначала выкинули всех шортистов, да, и только потом, согласно рынку ценных бумаг, двинули по алгоритму цену вниз. То есть мы, конечно, в такой в песочнице сидим, просто даже странно что-то делать, какой-то теханализ тут иногда, но тем не менее. Так вот, если мы говорим о долгосрочных трендах, то сравнивая биток и S&P, естественно, если у нас будет сильное падение по S&P, мы можем ожидать сильное падение по битку. По битку глобально, это второй момент, который я хотел подчеркнуть, сейчас все выглядит очень хорошо. То есть можно ожидать действительно сильного движения наверх, ломается тренд, первые, вторые, третьи признаки уже там появляются на это. И последние, вот, может быть, несколько дней это особенно заметно. Но, когда мы смотрим на рынок ценных бумаг, то появляются вот такие вот признаки. На любом коррекционном движении, когда вот у нас было, например, вот здесь падение, сейчас буду периодически отключать его, чтобы был почище график. Вот здесь вот было падение, вот здесь было падение, вот здесь вот было падение. В общем, все коррекции, которые были на S&P, они проявляются при совпадении с одним очень четким сигналом. Это дивергенция на недельном таймфрейме. Вот, допустим, вот здесь просто как пример. Три максимума по цене, они совпадают с повышающимися максимумами, они совпадают с тремя понижающимися максимумами по индикаторам. В частности, вот RSI, например, да, наиболее такой четкий. И иногда оно бывает просто обычная дивергенция, иногда двойная. Сейчас, на данный момент, у нас, ну, можно сказать, что уже тройная дивергенция. Вот раз максимум, два, три, четвертый максимум, который пока не сформирован, и он даже такой overextended, слишком вышел за свои границы. То есть не просто уже перетянули рынок, но уже прям все гайки заворачивают. И максимумы по RSI, вот они, три уже понизились, и даже текущий, который пока еще не сформирован, но вот буквально текущая неделя, может быть, следующая неделя остается в запасе, он, по идее, должен повернуться вниз, но даже если он будет выше, то все равно общий тренд, он сохраняется, правило не обязательно должно исполняться на 100%. Но это признак, который проявляется в 100% случаев до сих пор. Вот если посмотреть всю историю, 100% случаев коррекций имеют вот эту сигнатуру. И она, в принципе, по классическому анализу, она вполне себе релевантно и адекватно. И таким образом это несколько внушает опасения. Ну и если говорить про сам биток, да, тут тоже как бы много таких разнящихся моментов, но долгосрочно. То есть не знаешь, что делать, посмотри долгосрочный таймфрейм. Есть вот такая вот история. У нас на всем протяжении истории битка есть на месячном таймфрейме очень четкие моменты разворота. Что по RSI, что по там, стохастику, по любым осцилляторам, что по MACD, если мы посмотрим именно гистограмму, что по там, любимому Fisher Transform. Всегда на вот этих вот движениях перед вернее, в момент смены тренда или уже когда он сформирован, там, в зависимости от того, какой мы индикатор смотрим, наблюдаются вот такие вот точки перегиба. И сейчас у нас очередная такая точка отработала. И это было вот 70 там с чем-то тысяч, 74, да, и мы пошли, в принципе, вниз. Сейчас происходит вот
Вот такая вот штука. У нас была похожая в прошлом цикле, когда мы перебили максимум. Но после этого цена упала еще сильнее. То есть рынок не доздули, и потом пришлось пересдувать. То есть это вот тоже такой долгосрочный, куда менее подверженный флуктуациям и спекулятивным движениям аргумент, который заставляет задуматься о дальнейшей судьбе битка. Но это одна сторона медали. С другой стороны, у нас есть среднесрочная и краткосрочная картина. По этой краткосрочной картине есть долгосрочный, простите, долгосрочный, потому что уже так давно, что так кажется, 7-8 месяцев канал нисходящий, да, после того, как мы поднялись там с 15-25 наверх очень быстро, этот канал уже длится так долго, что кажется, что вечность целую. И, ну, по сути, это череда понижающихся максимумов, понижающихся минимумов. И очень часто бывало, что вроде бы мы начинаем его отыгрывать в отскок, да, цена там уходит на какие-то хорошие паттерны разворотные, но после этого мы видим новый слив. Было неоднократно ложные движения, когда, например, вот здесь 72 тысячи, особенно в четвертый раз тестируем этот уровень, опять же, границы там нисходящего канала должны, по идее, пробивать, разворотная структура вполне себе просматривается. Все, то есть должны пойти на новый максимум. Вместо этого мы снова идем вниз. То есть таких вот ложных движений и сложных такого вязкого прайс-экшена было предостаточно на всем этом протяжении. Однако, на данный момент сейчас она находится опять вот у верхней границы этого канала. И каждый раз, когда мы тестируем его, как известно, любой нисходящий канал, он создан для того, чтобы быть пробит наверх. И наоборот, нисходящий пробивается вниз. По крайней мере, такая интенция у тех, кто пытается двигать рынок. И сейчас складываются дополнительные признаки, которые вроде бы должны эти вещи поддерживать. То есть, во-первых, конечно, это вот этот пролив, который был у нас ниже 50 тысяч. Первый серьезный выход объема здесь. Безусловно, отскок какой-то сильный. Но в конечном итоге, начиная с вот этого момента, с конца августа, мы видим то, что было все это время на протяжении вот этого всего тренда восходящего. Это явные сигнатуры того, как рынок движется вверх. Во-первых, ну, не говоря же просто про то, что тут формируется канал, да, забегая вперед, тут появляется тут такая похожая очень информация на восходящий канал. Он, конечно, не очень красивый, но более высокие минимумы, никуда от этого не деться, более высокие максимумы, целая плеяда, и сейчас вот мы еще один нарисовали. Это чисто по определению, да, тренд, который уже подтверждается не первый раз. И кроме того, все это время до момента, когда у нас начался этот красный канал, было так, что при любом падении, маломальски значимом, оно очень быстро откупается, причем откупается по характерным паттернам. И после этого любая коррекция достаточно короткая. Если проторговка, то она в таком в узком канале. И после этого мы видим вот такие вещи, после вот этого минимума, проявляются постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно. И буквально-таки вот последние несколько дней, может быть, прошлая неделя, она очень характерна для этого. То есть, когда мы дошли до 60 тысяч, дело в том, что вот здесь вот было 66, и мы вроде бы как тоже готовились идти там тестировать 70, но там были определенные новости, опять же, по традиционным активам, когда и, по-моему, инфляции, по инфляции вышли какие-то не очень хорошие вещи, и плюс напряженность какая-то была там геополитическая очередная. В общем, цену немножечко слили. Новости там на том, что США готов все-таки распродавать свои активы по битку. В общем, цена упала с 66 до 60 и готова была пробивать эти 60 тысяч. И все это уже выглядело не так радужно. То есть этот канал был под большим вопросом, под угрозой. Но когда мы опустились ниже 60 тысяч, его быстро откупили, это оказалось сложным пробоем, и вот мы имеем то, что имеем. То есть вот такие вот резкие смены в бычью сторону с бычьим направлением движения цены, они, ну, заставляют признать, что действительно что-то поменялось в рынке. И сейчас мы потенциально, вот, складывая вот эти все кусочки пазла, находимся в этом разворотном моменте. Нельзя быть уверенным на 100%, да, безусловно, потому что и было, как я уже говорю, много подобных попыток выхода. И кроме того, даже сейчас, вот я сейчас смотрю на график последние 2, наверное, дня, я вижу выход за 66 тысяч очередной.
И на самом деле выше 66 там пустота. То есть там цена должна была просто бы лететь наверх на стопах шортистов. И в принципе, ну вот этот максимум он был довольно давно. Скорее всего, мы должны были пройти уже выше 70, коль скоро мы прошли выше 66. Однако цена здесь остановилась. Ну да, какое-то сопротивление есть там на границе канала, но оно очень субъективное, такое очень относительное. А сейчас задержка небольшая, но как будто бы это может тоже быть несколько ложным движением, по крайней мере временным. И вот ловушка на ловушке, она заставляет пока быть осторожным. Есть еще и там другие мелкие моменты, вроде того, что, например, есть восходящий клин, который тоже медвежья структура, и по идее после, ну, хоть какого-то нисходящего движения, там она коррекционная, мы по идее падаем с нее вниз. Но тоже, пока мы не вышли из нее, говорить о чем-то рановато. Однако в целом все-таки недавнее вот это движение, оно выглядит очень даже обнадеживающим по сравнению с тем, что было до этого, и в очередной раз дает шансы на хорошее стечение обстоятельств. И думаю, что в ближайшее время, может быть, неделю-две, мы увидим подтверждение или опровержение этого сценария. На самом деле, на мой взгляд, сейчас в рамках вот сложившейся ситуации наиболее рациональным поведением с точки зрения принятия торговых решений будет все-таки рассмотрение лонговых позиций, потому как, ну, тренд есть тренд, пусть он и какой-то относительно краткосрочный, краткосрочный-среднесрочный. Но коль скоро мы находимся выше 60 тысяч долларов, коль скоро вот это вот по-прежнему является сложным пробоем, и все остальное нас подтверждает в рост, то любая коррекция с текущих значений, она может служить как бы точкой отсчета для лонговых позиций. Куда бы мы ни спустились, если же мы, конечно, идем к 60, но это не очень здорово, потенциально очередной тест будет означать пробой 60 тысяч, даже если он будет ординарный, потому что ну, слишком сильное будет поглощение всего этого роста, и очередной тест этой поддержки не выглядит сильным. Однако все, что выше 60 тысяч, 61, 62, 63, 63 очень хорошо, на мой взгляд, тут прям проторговки были, спуститься к нему сам Бог велел. Это вполне себе лонг, особенно если мы этот уровень удерживаем. И в принципе, на самом деле, сейчас я когда думаю, что эта самая коррекция, она просится. То есть у нас на дневном таймфрейме те же самые там осцилляторы ушли вверх, почти на перепроданности. Конечно, индикатор это последнее дело, но уже остальное, вся остальная цена, чисто bear price, она говорит как раз о том же самом. В любой момент, когда у нас осцилляторы на максимуме, есть либо наибольшая вероятность коррекции этого движения, либо, по крайней мере, остановка роста. Соответственно, даже если мы не будем сильно падать, то какого-то сверхрезкого движения наверх пока вряд ли можно ожидать. Это может случиться, но вероятность этого по статистике, она, конечно, невелика. Поэтому, если так, то все-таки ждать этого движения, любое движение, особенно на удержании уровней, стоит, наверное, рассматривать как потенциальные точки входа в лонг. И если это не случится, ну, значит, мы ломаем структуру, и, вероятнее всего, будет движение ниже, и тут уже, ну, если 60 не удержится, мне кажется, мы уйдем и ниже 50. То есть, вряд ли сейчас будет какая-то проторговка, какая-то короткая, скорее всего, весь этот канал там или расширяющая формация, как ее, посмотря, разметить, она будет двигаться дальше. Плюс вспоминаем про S&P, неизвестно, что там будет дальше. Многие говорят, например, что политика ФРС, когда они снизили на 50 пунктов ставку после такой долгой, длительной, жесткой политики и в рамках сложившейся ситуации там, на Ближнем Востоке, например, а также еще и есть, вот я уже тоже показывал, может быть, не здесь только, да, что у нас с Китаем происходят вот такие вот интересные вещи на китайских рынках. Иена японская продолжает разворот, несмотря на то, что они впервые за 10 лет вернее, подняли свою ставку ключевую, и вот на этом случилось вот что, да. После этого до сих пор турбулентность продолжается, мы вроде вышли из треугольника, как, кстати, и по S&P, да, вроде бы как мы из него вышли, но теперь рисуем клин, но вполне себе можем вернуться, потому что реакция не очень-то веселая. То есть на этом всем не совсем выглядит здоровой общая финансовая ситуация в мире и в США в частности. Поэтому вполне вероятно, несмотря на президентскую гонку и на все остальное, просто ребята пытаются играть в темную, делать хорошую мину при плохой игре. И когда уже совсем будет поздно, тогда рынок просто отпустит, и
это также может повлиять. То есть, вот видите, такая, у меня личное ощущение 50 на 50, несмотря на локальную такую эйфорию. По эфиру примерно такая же картина, только он спустился по отношению к битку очень сильно, да, то есть биток еще где-то вот здесь находится, а он уже сделал вторую, более низкую зону проторговки. У него тоже треугольник после этого в этой зоне. И вот тестируем верхнюю границу. И сейчас биток пойдет наверх, мы пробиваем этот треугольник, уходим до зоны сопротивления 2800, и, скорее всего, опять же, будем ее пробивать. Этот треугольник превратится в восходящий, тоже бычья формация, и тогда все, что ниже 2800, это просто более низкая аккумуляция, до аккумуляции, все это будет разворачиваться в зону выше $4000, то есть это тоже сигнатура долгосрочного бычьего рынка. Когда это произойдет, неизвестно, но, по крайней мере, вот тенденция туда. Ну и вот мы тут с Гошей немножко оговаривались в двух словах по поводу альтсезона, да, все хотят знать, когда же у нас будут иксы. Я, наверное, немножко тут подушню в очередной раз касательно того, что есть два типовых класса активов на любом сегменте рынка. У нас в крипте биток и альты. Да, биток флагман, альты это вот то, что является ведомым инструментом. Биток, например, по отношению с традиционными активами, с тем же самым equities, он является более рисковым. Альты по отношению к битку являются более рисковым активом. Соответственно, когда у нас весь рынок идет вверх, да, самым быстрым и самым первым растет этот самый менее рисковый актив. Более высокорисковые активы, они отстают, потому что масса, опять же, туда не пришли, капитал не переливается в них из менее рискового, они догоняют его потом и потом перегоняют. Так было и у нас, там не нужно ходить за примером далеко, для альткоинов мы видели неоднократно такие примеры, что биток достигает относительных своих максимумов, и потом альты начинают стрелять, показывать 10, 20, 40, 100 иксов. Кто во что гораст. И, ну, не так много таких, на самом деле, циклов у нас было, но достаточно, чтобы показать, что это подтверждение, в принципе, фундаментальных таких правил работы, законов работы рынка. Сейчас наблюдается картина абсолютно идентичная тому, что было до этого. Я вот смотрю на картинку МС, и у меня все время такое ощущение, что он слушает меня и так вот, боже, что он несет. На самом деле, просто, конечно, в зуме так, но выглядит прикольно. Так вот, примерно то же самое сейчас мы наблюдаем. Уже 2 года идут разговоры о том, после того, как мы застряли здесь вот, да, на 40%, идут разговоры о том, что начался альтсезон, когда же он начнется, по каким уровням докупать. И все эти 2 года мы видим что? То, что доминация растет. Это означает, что когда бы мы не купили в течение этого периода времени, мы оказываемся в убытке долгосрочном в альтах. Если мы в альтах, да, биток окей, биток норм. Особенно последние там 1,5 года, не считая вот этой коррекции 8-месячной. Но альты просто нет смысла. И эта тенденция куда более четкая и стабильная, возможно, в связи с тем, что рынок чуть более стал таким здоровым, таким естественным по сравнению с тем, что было там вот до этого у нас, да? Что же будет дальше? Логично предположить, что история не повторится, но зарифмуется. И неизвестно, где будет максимум доминации, то есть где произойдет разворот в сторону альтов. Но мне кажется, что где-то в районе 65-70%. И если мы предположим, что биток будет расти сейчас все-таки, то есть бычий сценарий будет исполняться, то, ну, грубо говоря, где будет максимум? Явно он не будет там 80-90 тысяч. Это было бы смешно, предполагая, что действительно мега бычий сценарий. Это рост на новом капитале, который придет там сначала из традиционного, опять же, ETF там и так далее, которого пока еще не видно, где он, почему нет роста, хотя у нас обещали там во все утюги трубили. Так или иначе, когда это случится, вряд ли мы будем там ниже 100 тысяч, мы где-то будем уже, ну, предположим, опять же, пальцем в небо, но предположим 150-200. Для этого нужно время, для этого нужна более высокая доминация, потому что пока биток будет идти на эти высоты, альты будут падать. Поэтому вот с 60 там процентов я не думаю, что альты начнут стрелять. Они начнут где-то вот, ну, по меньшей мере где-то там вот 65-70. Значит, неизвестно где, но когда-то они начнут падать, вернее, доминация начнет падать, альты будут расти. И вот в этом вот моменте мы увидим, что многие альткоины, может, процентов 5, 10, 15, так уже последовательно, закономерно будут увеличиваться
по отношению к не только к доллару, но и к битку будут там доллары давать эти самые 20, 40, 50 иксов. И это будет действительно слом тренда по доминации. Мы будем видеть, что она становится все ниже и ниже и ниже. В какой-то момент это станет очевидным, и альты будут, как бы количество альтов, которые так будут делать, увеличиваться будут в геометрической прогрессии. То есть, соответственно, когда вот это произойдет, эти два фактора, можно будет с большей надежностью, с большей вероятностью вкладываться именно в те альты, которые еще не стреляли, не какие-то там супер щитки, но наверняка можно будет выбрать что-то достойное, их, ну, миллион альтов. Большой прилив поднимает все корабли, а уж какие-то, которые без дырок-то эти, ну, или относительно с залатанными дырками, точно должен поднять. Поэтому мы будем надеяться на вот такой расклад, вкладывать в те альткоины, которые еще не успели выстрелить. И, скорее всего, это принесет хорошую прибыль. Но, опять же, на мой взгляд, пока говорить об этом рано. С другой стороны, хочу обнадежить, наверное, всех, кто любит докупать на просадках там, да, и искать какие-то выгодные позиции, хотя они, может быть, не совсем выгодные по факту оказываются, но тем не менее. Вот у нас есть, допустим, ну, все альты примерно сейчас выглядят одинаково. За редким исключением, как вот, например, я люблю повторять мой излюбленный актив Tron, который растет просто против всего рынка все время и ну, просто красавчик, да. Но большинство альтов все-таки выглядит вот так. То есть у них был рост, потом был закрытие этого роста, сидят где-то на дне, было ложное движение наверх. Опять же, то же самое, что было в 2018-2019 годах, ничего нового. И движение снова вниз к той самой зоне, с которой мы начали это движение вверх. Так вот, вопрос в чем? Сейчас многие находятся у нижней границы этой зоны. Да? Ну, по идее, поддержка там из классических принципов. То есть, если мы не падаем вниз, да, еще больше, там, допустим, биток все-таки пойдет допустим, рынки ценных бумаг будут падать, биток пойдет за ними тоже вниз, и, соответственно, крипта пойдет тоже вниз. Допустим, это так. Тогда альты тоже, конечно, очень здорово сольются, но вот эта вся зона, она, по идее, в любом случае должна вывести нас наверх. То есть даже при вот этом снижении, и это тоже касается и битка, то есть я не верю, что биток упадет, никогда не вырастет. Наоборот, после вот этого всего длительного падения, которое у нас было до этого, возврата там уже к предыдущим максимумам, и еще одно падение, совершенно, кстати, то же самое, что у нас было, опять же, в 18, 19, 20 годах, коронадамп, да, снова рост, который, скорее всего, будет достаточно быстрым и не приведет нас это падение к совсем уж таким-то жестоким минимумам. Но тот факт, что мы так долго здесь находились, вот в этом вот этой тряске и осцилляции такой, скорее всего, будет означать, что мы будем двигаться наверх куда быстрее, чем там 2 года назад, да, которые хотя и выросли, но потом снова, видите, корректируемся целых 9 месяцев. 8-9 месяцев, да. То есть и здесь такое же, скорее всего, как и биток, так и альты, посидев здесь какое-то короткое время, они снова уйдут наверх, снова вернутся в эту зону, и потом будут отрабатывать не только эту зону, но и то, с чего они начали этот, собственно, рост, все это должно увести куда выше. Но если этого не случится, и биток уже сейчас там пробивает этот канал и уходит наверх, то покупая от нижней границы этой зоны, это тоже очень хорошие цены. Поэтому, в принципе, ну, возможно, долгосрочно, если у кого-то хватает действительно горизонта инвестирования и толерантности к рискам, покупка сейчас, возможно, не такая уж и плохая идея. Хотя, опять же, на мой взгляд, я лично подождал бы, потому что хоть и прилив поднимет все корабли, но не все. И ждать придется, возможно, по некоторым очень долго, чисто психологически, да и практически сложно. И кроме того, если уж хотим совсем поиграться, то некоторые начинают расти быстрее, чем какие-то другие, да, то есть в них, возможно, сначала стоит входить, а только потом переливаться во вторые, третьи и так далее. Но это уже такое дело каждого, да. Так или иначе, я думаю, что вот сейчас очень важное время, то, как нас развернет или не развернет рынок, да, то есть будем ли мы пробивать все-таки тот тренд уже окончательно, сейчас действительно такая ситуация, вот даже на недельном таймфрейме мы смотрим, до этого, скажем, были вот эти поглощения на недельном таймфрейме очень мощные, 2 раза подряд, и тут тоже там понижающий тренд был. Сейчас совершенно другая история, сейчас уже 3 вот этих зеленых солдаток, да, таких коррекция после них достаточно короткая, и снова вверх. Вот этот вот молот, который был там внизу. В общем,
ну, выглядит намного лучше, чем раньше. Кто-то скажет, смотрите, объем не появляется, но пока, может быть, это еще и рановато. В общем, вот такой у меня взгляд. С одной стороны, может быть, не многоопределяющий, но я думаю, что, тем не менее, два варианта рассматривать всегда нужно, по меньшей мере. Потому что, когда мы говорим, что вот тоже с Гошей перед стримом пару слов перекинулись, он говорит, сейчас многие или почти все говорят 100% наверх, однозначно в лонг. Но вот когда что-то однозначно, тогда прям вот как-то хочется отступить в сторонку и не участвовать в том, что делает толпа. Как правило, это приводит к тем, что кому что толпу бреют, и не хочется находиться с ней в одном поезде. Но опять же, кто-то принимает больше риск, кто-то меньше. И вот у меня такой взгляд. Я, наверное, все сказал, постарался быстро изложить. Спасибо большое, Кирилл, спасибо. Ребятка, если есть возможность, пролайкайте, пожалуйста, стрим, чтобы алгоритмы Ютуба его подхватили. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. И в описании есть ссылочки на каналы гостей, тоже обязательно к ним подпишитесь. Еще есть А такой можно момент, мне, Кирилл. можно, Да-да-да. сейчас, извини, можно мне пару слов? МС, скажи, пожалуйста, в двух словах, ты видишь рациональное зерно в том, что я говорю? Потому что твоя заставка, она прям меня в То есть душу теребит, все-таки я не знаю, что мне все-таки делать. рука тебе не дала покоя, МС, да, 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 вот это я вот. хотел туда ежика поместить, но потом решил, да, оставлю эту Не-не, картинку. оставляй, она хорошая. Кирилл, я с вами согласен, но у меня есть Фух. несколько поправок. Да не, это Поправок нормально. Это моих. главное, что в целом хотя бы ты вот В так вот целом не, я с не вами. смеешься с Я слезами. Ну отлично, да. хорошо, Вот сейчас добро, я добро. открою, попробую так, как он называется, раздать экран. А Раздать раздать я плюшки. не могу. Как мне раздать бы ее? Нет, доступ на всех. Демонстрация разрешена. А у меня нету вкладки демонстрации. М, Там, где поделиться, значка нет, вот где наши видеоизображения. Кнопочки поделиться нет. Секунду. Делюсь. Кирилл, это в большей степени вам. Посма- Спасибо. Вот, да, посмотрите внимательно. Это апрель 2013 года. Мгм, Видно, да? Теперь мгм. смотрите, что здесь, в принципе, я вижу, как стандартно, так же, как и вы, что здесь сформирован обыкновенный такой канал. Точно такой же канал, как у нас был, как у нас сейчас находится в 2024 году. Точно такой же. Вот он. Сейчас я вот это удалю. То же самое. Правда, масштаб логарифмический, но не критичный. Неважно, это вообще совершенно неважно. С масштабом. Мне главное показать вам факт. Вот к чему я все это хозяйство вам хотел показать. У нас здесь, как и в 2013 году и 2014 году, сформировано два пика. Разница между пиками от апреля до конца года. Дальше. Что я еще здесь увидел? Что именно в 2013 году, простите, что я дергаю экран, не хотел, но получается. Точно так же, как и в 2013 году, сейчас секунду поправлю, чтобы точнее было, у нас есть четкие временные рамки, по которым мы идем. Сейчас я еще раз исправлю. Прошу прощения, чтобы уж прям точно было. Вот он. У нас четкие градации по времени. То есть рынок был спрогнозирован именно здесь. Дальше после третьего падения у нас начинается движение вверх. Смотрим здесь, что у нас есть в 2024 году. Сейчас я верну специально, чтобы было все. Прошу прощения, что дергаю. Смотрим здесь, на этом канале, на нашем, что у нас совершенно четкие те же самые движения. Они были сформированы, эти движения, стандартным паттерном флагом. Тот, который флаг все на этом графике видят.
он отработал совершенно четко, кроме вот этого момента. Это момент, когда было падение по японскому рынку, если помните, по керри-трейду. Но так как это было запланировано движение, оно было закончено согласно тому графику, как его строил маркетмейкер. Как у нас флаг рисуется? Одно движение, второе движение, третье движение и идет выход. У нас выход может быть с тестированием ценового канала, как внутри самого канала, так и за пределами канала. Здесь мы сейчас видим, что у нас тестирование проходит внутри канала. Мы отбиваемся от середины канала ценового и выходим. Если точно рассмотреть сам паттерн этого движения, мы же с вами хорошо знаем Доу, Кирилл, поэтому если смотреть именно по Доу, то у нас четко сформированы первых 3 движения глобальных. Смотрим. Первое движение, второе движение, третье движение. Это третье движение закончено. Сейчас идет корректировка, стандартная АБЦ-коррекция. И у нас опять начинает формироваться первое движение, второе движение. Я думаю, что мы сейчас здесь сформируем какой-то небольшой маленький откат и пойдем на пробив. На пробив до уровня первого 72, там цена 70 и 72. Где у нас там 72? Вот этой цены. Вот 72 200. Вот примерно сюда мы должны будем выйти третьим движением. Здесь опять у нас будет некоторая задержка по времени. Скорее всего, мы опустимся до 68 и дальше пойдем на пробой. Точно так же, как это было в 2013-2014 году. Все точно так же. Все те же самые движения. Только так, как здесь рынок формировался, вот хочу просто людям показать, чтобы... Так, секунду. Не переключались. Те же самые 3 стандартных движения. Вот оно. Первое движение, второе движение, третье движение. Вышли наверх. Все. То же самое у нас сейчас происходит и на этом рынке. Поэтому я думаю, что уже все сделано. Сам весь рынок сформировался. Как посмотреть, куда мы, по идее, придем? Мне вот тоже интересно было послушать, как вы скажете, куда мы придем. Если всегда отчитывать паттерн, когда мы доходим до пика, так, где он у нас? Вот он. Посчитать, где у нас будет пик, где у нас будет низ, то мы укладываемся четко 1,68. Вот это было движение. Дальше стандартная, как это называется, дохлая кошка, и пошли вниз. Здесь, я думаю, что у нас в 2024 году мы увидим то же самое. У нас есть пик, у нас есть низ. Ну вот где-то в район 98, я думаю, мы должны будем прийти этим движением к концу года. Я не ожидаю, что будет выше. Я думаю, что 98-95 это предельная цена по рынку, куда нас ведут. У нас четко сформированный паттерн. Даже если мы посчитаем, как я тоже видел, что вы смотрели, что это обыкновенная стандартная чашка с ручкой отрисованная. То вот это вот... Я точно не смотрел. Если я Вот, вот, извиняюсь, сразу должен сказать, я не смотрел, потому что неважно, я намекаю, что вы посмотрели, что мы должны отработать как минимум 61,8% от общей высоты. Это как раз и получается, так как у меня логарифм, то мы должны прийти где-то в район 100. Вот все, что я хотел показать, то, что я вижу, в дополнение к тому, что сказали вы. С вами я полностью согласен, прям совершенно четко. Поэтому, то есть по самому рынку все мои движения уже были обрисованы, я уже показывал людям, кто у меня сидит, они все видят. По поводу того, как мы ходили в этот раз, у нас был сформирован восходящий треугольник. Он был неровный, мы именно от него четко дошли, пробили, оттестировали и дальше пошли, уже пробивали основной канал. Вот как мы здесь прошли по основному этому каналу и как мы его сейчас выходим. Скорее всего, здесь тестирование будет проходить, может быть, самого треугольника, а может быть, уже точно ценового канала. Вот, в принципе, все, что хотел я сказать именно по биткоину.
А как вы думаете, коллеги, вот есть такое ощущение сейчас небольшое, что последний забег, который был связан, по крайней мере, с S&P, вот Кирилл показал, что есть в моменте раскорреляции с основными индексами, да, я имею в виду с макроэкономическими показателями, то вот мне было очень интересно, как отреагирует и что скажет глава Федеральной резервной системы по поводу того, что он снизил ставки на 50 базисных пунктов. В прошлом стриме мы с МСом смотрели все периоды, когда такое снижение происходило, и они были не очень хорошими. Если вы помните, да, МС? И вот сейчас именно такое снижение, то есть такое резкое, достаточно сильное. Сегодня ЕЦБ, например, более осторожно себя повел, снизил ставку только лишь на 25 базисных пунктов, а при этом главная экономика мира сразу так резко себя повела, при том, что весь отсыл был на то, что экономика выглядит крепкой, рабочие места, все хорошо, ну, то есть рынок труда выглядит достаточно хорошо, и поэтому мы считаем, что мы можем так сделать. А когда ему задали вопрос, не связано ли это с политической ситуацией, да, ну, естественно, он по-другому не мог ответить. Он сказал, нет, конечно, ФРС находится обособленно от любых политических веяний. Но вот то, что видно сегодня, в последнее время, вот я недавно публиковал, когда у нас одновременно растет все, то есть вот одновременно был момент, когда росло и золото, и биткоин, и индекс доллара США, и S&P 500, ну вообще все. Ну, кроме разве Мне что по, российского рынка. Вот, мне мне очень по этому интересно. поводу понравилось, как сказал вчера Трамп. У него вчера было интервью, он на интервью сказал, самая замечательная должность – это глава ФРС. Ты приходишь на работу один раз в месяц, подбрасываешь монетку, и все хлопают. Вот. Да-да-да, вот это вот очень похоже было. И такое ощущение, Вот, что они но нарисовали вот все, что они показывают, просто рисовано, потому что дело, по-другому дело в даже... рисовании. Да, совершенно верно. Дело в рисовании, но то, что они рисуют одно, у них есть бежевая книга. Бежевая книга, из нее берутся данные для формирования налогового, скажем, года. По Отчетного, регионам, по регионам они, да. по регионам, не Да-да. отчетного года, вернее, а по регионам, что как формировать налоговые отчисления у лиц. И туда закладываются честные данные, потому что они не могут обобрать государство, иначе они все в тюрьму там сядут. У них там это строго. Кашкария вчера буквально сказал, что зря мы погорячились, опустили на 0,5. Не надо было этого делать, надо было делать 25 базисных пунктов, потому что инфляция вверх поползла, данные стали хуже, и получается так, что мы стреляем себе в ногу. То есть это Кашкари вчера сказал, у них там было заседание, поэтому ну, я думаю, что в итоге они все свалятся к 1972 году. Именно поэтому я думаю, что у нас год закончится. Именно вот год биткоина, это начало, первый квартал 2025 года мы уже должны будем выходить из битка, чтобы не провалиться в медвежку. Потому что все наложится. Наложится то, что сформировано именно два пика. Это первое, потому что первый пик забрали институционалы, второй пик будут формировать физлицам. Физлицы не участвовали в большом движении. Если смотреть метрики и смотреть то, что дают ончейн метрика по физлицам, то физлицы не закупали, они не успевали закупать, как откупали институционалы. Теперь заставят покупать физлица. Потому что у нас как? У нас 3 движения по Доу, третье – это физики. Вот они там покупают. Вот сейчас будет третье движение сформированное, как вы сегодня сказали, что я боюсь, когда со всех утюгов начинают говорить, что у нас тузымун. Вот это вот как раз то же самое сформированное движение, которое идет медийно. По Эллиоту, да, вы имеете в виду? Да, нет, почему? Поэтому по Не, Доу. Ну, то есть последний забег волновая это теория физики, Эллиота Да, или публичное это участие, да. Это публичная физические часть. лица. Да, это вот как раз физические лица. Ну, Они будут того, принимать чего не участие было. в этом забеге. Да, при этом цена-то уже тяжелая, и поднять цену выше 100, это будет очень тяжело физлицам. Ну, вот сегодня буквально я читал статью, что один из таких значимых для США банков, стандарт, это как-то я уже не могу сейчас вспомнить. Standard & Poor's. Да, по-моему, кто-то из топ-менеджмента заявил о том, что они ждут к концу года в районе 100 тысяч. Ну, то есть вот это о том, что кричат со всех утюгов потихонечку. Начинают эту историю публиковать именно для участия стандартного розничного инвестора. То есть на последний забег. И, ну, понятно, что он будет там не в течение одного дня, но я думаю, что это произойдет в любом случае. Экран я вам отдал. Ну, да, давайте я для вас поделюсь сразу и, наверное, покажу свой график. Да, я еще прям парочку минут Мгм. займу, пока вы открываете. С Кириллом
То, что он показывал по движениям, совершенно верно было. Я это смотрел уже сегодня, как вы показывали. Сейчас вы это дополнили. Так что у меня согласие к вам есть, никакая моя рука там не должна была вас смутить. Да нет, я шучу, ну Тем, просто забавно получается. тем более у нас с вами всегда был паритет во мнении. Мы с вами далеко Ну не да, расходились. да. Ну, на самом деле, практически все то же самое. Очень похоже, наверное, на мою историю. Сейчас просто здесь окошко мне мешает. Но Сейчас я это его уберу. неинтересный набор этих спикеров у нас сегодня на стриме. Должен быть какой-то этот, чтобы споры какие-то, несогласия, да? Чтобы кто-то орал, что мы сейчас будем опять разжигать Ну Где вы да, а были, другой где вы говорил, были нет, полгода назад? камнями. Да-да, камнями мы будем разжигать костер, и все у нас просто упадет да-да-да. в ноль. Но это обычно на медвежьем рынке появляются такие товарищи. Два канала на самом деле было, которых я давно отслеживаю. Это регрессивный канал по регрессивному тренду, который мы пробили, очень хорошо с ним отрабатывали. И параллельно это вот то, что сейчас показал МС. И вот то движение, которое, кстати, показано МСом, ну, оно вот у меня тоже было. Это вот такая история. Да? Наверное, Стандартный наиболее выход. точно. Да, Стандартный выход из любого паттерна – это тестирование ценового канала внутри, либо снаружи. Причем я заметил одну очень интересную историю, тоже показывал на своих обзорах на TradingView. Я построил расширяющийся FIBA не так, как у вас МС, а я построил по расширению Fibonacci, чтобы посмотреть примерные цены для разгрузки для себя. Я взял два варианта. Я построил расширение с момента всего движения биткоина на бирже Bitstamp, ну, самый большой график, который нам доступен. То есть до хая 2017 года и лоя 18 конец, начало 2019 года. И на удивление, именно месячный таймфрейм большой, очень четко отработал трехкратный золотой карман, золотое сечение. Вот оно. Поэтому в следующую разгрузку я для себя поставил, ну, как максимальное значение, именно отметку в зоне 86-87. На 90 пока не рассматривал, но там надо будет, как говорится, посмотреть. И второй, более мелкий, локальный, это когда у нас был рост, начиная с 2020 года до достижения перехая. Ну, то есть первый хай, потом второй хай. Здесь тоже очень интересные зоны, и очень четко они отрабатывали прямо сейчас. То есть 0,786 отрабатывает прямо сейчас. Вот на месячном таймфрейме мы пытаемся прорваться через нее. Проходим через нее, увидим отметку 74, далее 80, 86. Причем очень хорошо показывает Smart Money эту историю. Сейчас я попытаюсь включить на дневном таймфрейме. И закрою сейчас FIBA, чтобы было видно. Никто не знает, как это свернуть. Все, нашел. Сформировалась очень большая ликвидность. Вот, выше параллельного канала. Вот она, медвежья, о которой, кстати, ну, по-моему, Кирилл и сказал. От 68 до 72. Вот этот прорыв отправит нас дальше. Пока не прорвем, я думаю, скорее всего, будет выход, ретест, какое-то боковое движение, потом прорыв. И прорыв, скорее всего, будет связан, и я думаю, что сейчас большинство участников ждут, наверное, развязки все-таки в истории США. Не вижу в этом прямой связи с биткоином, потому что, ну, то есть не то, что не вижу, а не вижу, что будет какой-то худший сценарий, неважно, кто из них там выиграет. А если говорить о двух кандидатах с точки зрения отношения их к внутренней экономике Соединенных Штатов, то один говорит о том, что я подниму налоги для богатых, второй говорит о том, что я подниму ввозные пошлины для импорта там различных стран. С одной стороны, один ухудшит внутренний инвестиционный климат, другой ухудшит внешний. И то, и другое – это слабость доллара. И многие аналитики, я тоже, наверное, склонен это считать, что в такой ситуации биткоин, как и золото, будут, наверное, наиболее перспективными. И это может произойти уже в ближайшее время. Потому что инвесторы будут откупаться в моменте. А потом публичное участие и разворот. Биткоину пока рановато становиться защитным активом. Он его пока Это не заслуживает. он маленькая щепоточка, его же не просто так ввели. Я думаю, что это маленькая щепоточка, которая, как сказали управляющие наши самые большие, да, BlackRock, они своим клиентам прям официально рекомендовали, если у вас есть возможность, купите маленькую щепоточку биткоина.
Почему это было Конечно. А сделано? что У они них должны фонд. были рекомендовать? Ну, Им продавать его надо. Они его правильно, набрали. они его для Майкл этого... Сейлор то же самое же Да, поет да, 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 то песни. же самое, правильно, потому что они создали через какое-то время, очень долго же добивались, это же не с первого раза получилось, когда они все-таки добились от SEC того, чтобы им дали возможность сделать ETF. И часть активов они просто предложили еще один инструмент. Он пока что как деинфляционный, наверное, по логике, который должен быть, еще до этого не дорос, слишком маленькая ликвидность, но с большим притоком, наверное, денег, скорее всего, так и произойдет, если они будут действовать в том же режиме, в котором они действуют сейчас, то я думаю, что общая ликвидность по биткоину будет прирастать. И, кстати, рост доминации именно был, я думаю, что был связан и удержан. Я думаю, что мы бы скорректировались уже давным-давно, если бы не было ETF. То есть участие институционалов немножко запутало наш рынок. Но вот очень многие внутрисетевые даже показатели стали вести себя по-другому, в отличие от того, что было раньше. То есть любой перехай, который происходил, например, на резервном риске, да, он всегда как минимум уходил либо в середину вот этих двух зон, соответственно, медвежий и бычий, либо дотягивался до медвежьей, до красной зоны. В этот раз мы даже не вышли из зоны покупок вообще. А это внутрисетевые показатели. А у нас же, Ну, может, это не зона покупок больше. может быть, и нет. Может, это регрессия. Посмотри, у нас всего три точки, включая теперешнюю. Может, это просто регрессия. Мы видим Нет, затухание по капитализации и смотри, так как далее. вел себя вот этот показатель раньше. Это медиана уничтоженных дней, да, Destroyed Days, так называемый. Во все пики она пересекала цену биткоина на этом графике. Вот, во все пики. Сейчас отвалились и, скорее всего, еще раз пересечем. Вот такой же был момент, только не дотянулись в предшествующий раз. Чуть-чуть не дотянулись, здесь вообще далеко. Но мы из Это этого хотя бы... еще раз говорит о том, что будет 2 пика. Скорее всего, будет два пика, да. Это первый момент. Второй момент. У нас такая же ситуация была, вот один из моих любимых, наверное, чартов, золотое сечение. Мы всегда достигали красной отметки. Хотя бы один раз. Хотя бы в каких-то пиках мы достигали. И сейчас мы достигли. Причем, смотрите, в прошлый раз мы перешли через... это даже тройная, по-моему, да? Это у нас... Нет, двойная. Двойная фиба по цене биткоина. Вот в этой зоне. Перешли, ушли, оттестили 350-дневную цены биткоина и дальше ушли в зону золотого сечения, это зона аккумуляции. Сейчас мы сделали то же самое, абсолютно то же самое. Сейчас покажу. Абсолютно то же самое. Достигли пика, перешли через него и оттестировали 350-дневную. В тот раз мы дотянулись и сейчас дотянемся. Посмотрите цену МС. В отличие от того, что вот вы как прогнозируете. 90 тысяч сейчас. Но чем больше будет двигаться вот эта цена, тем больше будет расти эта зона аккумуляции. 98. Думаю, 98-100. Да, все верно. Я бы Можно не я дал вставочку 100. сделаю? Касательно вот этого вот Golden Ratio Multiplier, когда появился этот индикатор, даже не индикатор, а статья появилась на Medium Угу. для расчета, это чуть ли не 18-й, кажется, год, по-моему, Филипп Свифт, кажется, делал ее, и там такая простая формула, я, короче, сделал индикатор на TradingView, он сейчас есть, Crypto Hamster автор, посмотрите, пожалуйста, и поставьте лайк, что называется. Да, точно, вот, Филипп Филипп Свифт. Свифт, да. И я не знаю, как бы смотрели вы детально, но там очень интересная штука, что этот максимум, вот к вопросу МС, да, или даже к комментарию МС по поводу нового максимума, где он будет, да, он со стопроцентной вероятностью до сих пор и трехдневной погрешностью по времени показывает амплитуду и время, когда биток достигает своего максимума. Вот эти вот скользящие, которые перемножены на коэффициенты золотого сечения, они имеют там сколько-то уровней, сейчас не помню, 8 или 9 здесь отмечены у него. И первый пик достигает самого высокого уровня, потом следующий пик такой долгосрочный, многолетний, достигает следующего уровня, который лежит чуть ниже, потом еще одного чуть ниже, потом еще одно, и до сих пор это с точностью повторялось с каждым движением. И локация этого пика, может, конечно, сейчас, как говорится, preach to the choir, все это знают, локация этого пика определяется пересечением зеленой, по-моему, скользящей и еще одной дополнительной черной линии, там, по-моему, 111 пи или что-то такое. Тоже вот один в один. Но до сих пор, на текущий момент времени, мы не выполнили двух этих условий, и судя по динамике, которая там наблюдается, либо мы совсем ломаем всю эту
систему, либо нас ждет еще очень долгое движение, чтобы достичь тех уровней плавно и органично, при которых эти пересечения и это достижение свершится. И это никак не укладывается там в 90 или 100 тысяч. Может быть, это, конечно, там локальная какая-то будет штука, но вот если исследовать GRM, то здесь намного-намного выше должен быть максимум. Мы Намного так выше, далеко не потому что заглядываем. вот они, у него по FIBA здесь дополнительные, вот первая FIBA это красная у него идет цены биткоина, вот два potential Мгм. bull high, потом он их умножает просто по FIBA, вот они, пятой не было, одна, вторая, третья, четвертая, это 13. Вот, по-моему, про Мгм. которую ты сказал, скорее всего, вот 13 и есть. И мы здесь даже не вышли за нее. В прошлый булран мы, по крайней мере, выходили в первом пике, а в этот раз даже нет. Даже не Не, вот попробовали. смотри, видишь, пунктирные Я скользящие, про них и нисходящие, говорю, да, вот они. да-да-да, то есть Вот их те, которые значение. даже не дорисованы, да, то есть первые, наверное, до 21 даже, да, 21 прям где-то 2011 год она касается, потом Вот она. 13 это 13 год, соответственно, тоже она закончена отрисовка, потом следующий пик и так далее. И заканчивается все это красное, как вот ты говоришь, мы ее коснулись вот в 2024 году, Мгм. но не было пересечения вот этих вот двух, зеленый и черный, которые здесь, по-моему, на графике и нету на самом Нет, деле. есть, вот они, Я не вижу вот здесь. они, вот Где? они, вот Не, они. Вот нет, они нет, нет, пунктирные. нет. Чё- Вот они. Нет, это скользящие. Это не скользящие, а именно вот эти, которые перемноженные коэффициенты. Да. А линия черная должна быть, ну или какая-нибудь еще другая, которая является индикатором по времени. То есть вот каждый пик М, совпадает по времени с пересечением этой дополнительной кривой и одной из GRM кривых. Если вот хочешь, можешь посмотреть Их график на нету. TradingView, Я на ну вот TradingView, здесь да, не, здесь нету. здесь нету, да, но там это четко есть, я говорю, с ошибкой в 3 дня. И пока вот этого пересечения на данный момент, оно даже близко там не стоит. И еще есть один чарт, это логарифмический, да, тоже смотри, как он его отработал. То тоже не вышел, даже близко в оранжевой зоне не А это значит, подтянулся. что это уже не работает, мне кажется. Ну, в прошлом сезоне работало. Не, ну как, Прош- видишь, оно же вот в рамках вот этой Оно Rainbow до Curve, пика, да, он да, же сюда не доходило, да, не оно вот здесь. доходит, да. До этого он был выше красной линии, да, когда вот прошлый пик был. Потом он даже до оранжевой не дошел. То есть это уже регрессивная кривая, она не укладывается в динамику битка. То есть вот в 2014 году, в 2013 году, в конце 2013, видишь, он намного выше был. Потом в 2017 он дошел, в 2021 он намного ниже. То есть, ну, по-хорошему должна быть более органичная кривая. Она не совпадает, потому что математически законом уже нельзя писать. Мы делали, пытались проводить расчеты. Нет такой кривой, кроме как если там безумный полином какой-то делать, но она не естественная, Ну, здесь искусственная тоже, просто. если А вот такой посмотреть, красивой уже нет. если здесь тоже посмотреть, то вот те множители, которые он поставил по FIBA здесь, то Мгм. они достигали только вот в этом первом пике, который был в седьмом году. Дальше они начали спадать. То есть, Нет, ну, вот на именно что длительном периоде, красота видишь? в том, что, извини, красота в том, что каждый новый период, каждый новый пик, он на один период ниже. То есть Да. замедление роста– это как бы естественный процесс, но он совпадает именно вот на один порядок, понижается с каждым новым пиком. Это прекрасно же. Ну, это хороший расчет, да. Ну, сейчас очень много, вот я думаю, что сейчас вообще карты будут немножко смешаны. Если мы говорим условно там 4-5 лет назад, смотря на внутрисетевую активность, да, как один из фундаментальных показателей актива, которые нам были доступны в отличие от м, а, тех, кто участвует на фондовом рынке, да, где нужно было смотреть чисто математику актива. Да, да, есть такое. У нас была эта история. Сейчас вот с приходом институционалов, даже в этой маленькой щепотке, эти карты немножко смешаны. И это очевидно видно по многим показателям. А если взять всю в целом экономику, вот то, о чем я сказал, о том, что сейчас все больше похоже на то, что просто данные рисуются, и рынок работает с рисованными данными, а не с фактическими. И то, что сказал МС по бежевой книге, я ее отслеживал, ну, наверное, год, наверное, как не смотрю, может, меньше. Периодически поглядываю на нее, но раньше я смотрел. Выход бежевой книги, по крайней мере, последние несколько лет, всегда совпадал с каким-то падением. То есть данные всегда были не очень Знаешь, хорошие. как мне очень нравится афоризм Марка Твена, который говорит «There is lies, damn lies and statistics». Да, по-русски, наверное, сказать, есть ложь, дикая ложь и статистика. Вот Энтони Помплиано, небезызвестный, у которого большой подкаст по битку, он приводил такой факт, что за последние, я боюсь сейчас соврать, но вот
примерно порядок такой. За последние то ли 2, то ли 3 года, это было уже, наверное, несколько месяцев назад, может, полгода назад, статью в Википедии касательно того, что является по учебнику определением рецессии экономической, меняли то ли 9, то ли 13 раз, что-то такое, да, и агентство по вот этим статистическим данным, не помнишь, как оно там в США называется, спрашивают, а вот что происходит, но они там виляют, как ужи на сковородке, но как бы становится все понятно, что действительно, как ты говоришь, данные рисуют, и как хочется, как нужно, как приходится. Да, абсолютно точно. И вот сейчас, наверное, я думаю, что все-таки дождемся конца года, и Месс, наверное, правильно сказал, порастем еще к концу этого года и начало следующего года. А потом, ну, либо это будет какое-то сумасшествие, которое выходит за рамки общепринятых норм статистики, да, мы же смотрим предшествующие периоды, чтобы хоть что-то спрогнозировать на будущее, и то, что мы видим Ну по да. факту. Скорее всего, могут, с учетом того, что действительно происходит все рисованное, может произойти такое, что мы не можем предположить. Это вот, как я уже сказал, я видел, когда все раскорреляционные активы двигались в одном направлении. Ну, просто чудеса. То есть, ну, я такого, честно говоря, за 8 лет в рынке видел первый раз. Это, наверное, недолгий срок, МС побольше, наверное, уже. Вот. Я не знаю, МС, вы видели такое, чтобы все двигались в одном направлении? В 72-м, Видел. в 72 году? Нет, не в Нет. 1972 году. В 2008 году, где-то начиная с августа, сентябрь, октябрь, вот именно такое и происходило. 2008 год. Все, тогда снимаю шляпу. В 2008 я еще не был в рынке, поэтому Вот, в этого не... 1972 году было то же самое, что происходит сейчас по ФРС. Они начали раньше снижать ставку, при этом они ее сначала задрали, но там было больше. И как раз они очень долго выходили из этого пике, и тут саудиты подняли цену на нефть, и у них еще это наложилось на энергетический кризис. Там 1972 год был очень интересный. И там, кстати, был и именно один к одному, если посмотрите, 1972-1975 года по S&P 500, оно то же самое совпадает, то, что сегодня происходит. Даже я где-то картинку у себя в канале скидывал, она где-то там есть. Можно вставочку? Мне кажется, что, если я не ошибаюсь, то вот 2008 год, вот август, сентябрь, это уже прям перед массовым дампом, который был тогда, да? А То мы есть не говорим о том, она... что он будет через 3 Не месяца, говорим? то же самое. Мы не говорим, мы Но, намекаем о том, что мы ждем, ладно. далеко так не заглядываем, нас интересует цена 98, дальше мы будем принимать там решение, будем ли мы во всеуслышание говорить новую цену, или мы просто-напросто сольемся с рынка. Ну, Наша, понятно. наша Нет, задача сейчас там это уже была середина, прям, по-моему, по снижению на фонде. октябрь-ноябрь было снижение, да, очень сильное. Так что такое. Я Не помню, мы знаю, друзья, не бегали, знаю. Дождемся мы метались. 90. Бегали, пытались, скупали Сбербанк. Просто вот где только могли дотянуться, везде закупали. Интересно, это Да, интересно. по поводу там еще, пока вы все смотрите, я быстренько отвечу людям на вопросы, которые задали по чату. Они специально ждали, когда я Мгм. буду отвечать. Это быстренько, прям несколько минут мне дайте. По поводу ЗИ. Очень спрашивают люди, что там с ЗИ происходит. Я не боюсь того, что происходит на ЗИ сейчас, что там произошло. Разработчики, один из разработчиков с СНГ переругался с разработчиками основной команды. Они сделали вид, что они его отпустили, а тот сделал вид, что он слил монеты. На самом деле он там не все слил, но посмотреть можно, что с одного кошелька он там его полностью опустошил, а второй пока еще не весь. Мне кажется, что это театр, и зи без него справится, без этого разработчика, и дальше будет двигаться. Почему? За неделю до того, как все это там началось, именно зи команда давала анонсы по поводу того, что они подключили новые кошельки на Арбитруме, на Оптимизме и сделали мост биткоин-эфир. Поэтому команда там работала, работу выполняла. Один разработчик психанул, но у нас всех бывает такое, психует человек, уходит и ушел. Это то, что по поводу зи. Я его купил, пока он там упал. зи мне интересно. По поводу кона.
Еще в феврале месяце, когда на Кона было известно о том, что они будут Кона переходить на другое название монеты, что будут ее менять один к одному. И с тех пор остановились все посты, где они там давали у себя в телеграм-каналах, там в основных общались и в Дискорде. Я всем сказал, пока приостановите закупки, не закупайте Кона. По поводу Кон, который Konami Network. Konami Network работает, каждый день у них информация идет. У Konami Network дальше будет двигаться. Они просто ушли от эфира, они сделали собственный блокчейн, разработали собственный кошелек, который уже работает. Пришли люди с банковской сферы, которые будут дальше с ними работать, с Konami, с Kono, который ConPay. Они будут дальше делать кошельки, чтобы делать виртуальную карту платежную. Ее, по-моему, там уже даже тестировали, уже тест какой-то прошел. Поэтому на эти вопросы я как бы ответил. Дальше, по поводу Heaven протокола. Мне люди очень много пишут. По поводу Heaven протокола. Сейчас они первое, что сделали, они сделали форк. В этом форке они добились того, что у них изменилось проскальзывание. Проскальзывания нет. Невыгодно сейчас стало очень многим те, кто в неправильное время, вернее, как в правильное время, но неправильное для блокчейна, закупился XUSD, и теперь они конвертировали и продавали Heaven. У Heaven сейчас должен пройти в ближайшее время аудит. Пока работают с кошельком CLI. Есть у них кошельки, которые привязаны на основном сайте у них. Это веб-кошельки. Вот как только они доделают веб-кошельки, в это время начнется работа с... будут делать аудит по монетам, чтобы исключить тех, кто набрали хакеры, когда у них было проскальзывание по протоколу, когда они нахватали этих монет, и они будут их исключать. Для этого нужно сделать аудит. Поэтому, если кто-то перевел деньги на Heaven, на CLI протокол, на CLI кошелек, не переживайте, скоро будет информация о том, чтобы дополнительно работать. По поводу ZIL. А чего ZIL-то боитесь? ZIL как был, так и есть, и работать будет дальше. У ZIL все хорошо. Консоль работает, игры работают, платежные монеты в ZIL есть. Она со всем рынком сейчас также коррелирует, она не растет пока. Но весь рынок так что переживать нету смысла. По поводу AMB, которая AirDAO, монета недавно вышла, она как она называется, не только недавно она название поменяла, но монета развивается, работает, информация идет. В чате много китайцев. Так эта монета Кон и была сделана для китайцев, чтобы китайцы могли деньги выводить. Дело в том, что в Китае запрещено работать с криптой в прямом смысле, так как это есть. Если кто-то узнает, что вы работаете с криптовалютой, могут вас там сильно хорошо в тюрьму загнать. Даже до этого доходит. А вот ConPay как раз для этого и приспособлен. Один из финансовых руководителей, кто пришел туда, вкладывается, он же был разработчиком на MetaMask. Они сейчас как раз работают с этим кошельком именно для Китая, Вьетнам, Филиппины, Корея. Вот. Надеюсь, я на все ваши вопросы ответил. Все. Гоша? Ребят, ну обязательно подпишитесь на наших гостей, если вдруг вы еще не подписаны. Ссылки есть в описании к этому видео. На канал подпишитесь, пролайкайте, если кто еще не успел это сделать, чтобы поднять рейтинги. Ну что, наверное, можно подводить итог, если нет вопросов в чате ни у кого, чтобы не задерживать долго. Лучше короткие стримы часто, чем очень долгие, пока все спят на них. Да. Я думаю. Мы выйдем завтра. Будем чаще. Будем чаще, да, каждый день. Ну, к Да. сожалению, с Кириллом мы точно не выйдем, потому что влаг в 6 часов, нам его сложно будет поймать. Мы не Sorry. рядышком. У нас разница. Тебе ближе, да. 2 часа. Да, у Тебе- нас 2 часа с Кириллом. Ну, все равно ты у меня все админишь, МС. Я могу тебе отдать права. Можете выходить там на индекс рейте без меня вообще вдвоем. Хорошо.
Кирилл, я Ну, правда рад очень вас еще раз с вами пообщаться. У нас очень всегда рад видеть. продуктивно. Гоша, спасибо огромное за приглашение. И всем, кто был в чате, все, кто будет смотреть стрим, Пару слов зарабатывайте про деньги. доминацию кто-то спрашивает. Но про доминацию вроде бы уже очень хорошо рассказали. Кирилл рассказал про доминацию. Ага. Да, что еще, что еще про нее добавить? Пика она своего не достигла объективно и может достигнуть в зоне где-то 62. А 80 может? Да, на этом рынке может быть все что угодно, но вряд ли. Но вряд ли. 80 пока Ну-ка, трудно а предсказать. посмотрите, было у нас 80? Ну вот смотрите, большой у меня здесь тоже стоит расширение по FIBA, по-моему, месячное, кажется, я сейчас не вспомню. Наверное, месячное стоит. Ну, 72. Разве у нас не... У нас, Вон, у нас было 96. Мы 100. разве не можем, да? У нас было вот Разве... Мы 100. разве не можем занять 100? Да, можем, конечно. Ну, тогда мне страшно представить, что у ребят будет с альткоинами, потому что я-то альткоины не торгую. А вот что будет у народа, это, конечно, сейчас я покажу. Мне кажется, я не показываю график, да? Меня почему-то не раздает вам в Zoom. Я пытаюсь В зуме? раздать. Нет, я в зуме, я смотрю. Видно в Zoom, да? Да, отлично, все В видно. Zoom, в Zoom видно, на А, YouTube не видно. у ребят не видно, значит. То я что-то тут кручу и не показываю. 100 не знаю, но вот 77 может быть. Почему нет? Вопрос. Собственно, почему нет? Может быть, мы только в середине движения. Ну, на самом Я думаю, деле, что нет, я думаю, почему нет, потому что даже если будем так сильно расти, у нас же есть стейблы, то есть есть тезер какой-нибудь и все остальное, и же с ними, и они будут очень сильно отжимать кап в таком случае, и чисто из-за этого, скорее всего, уже там 80, это сложно поверить. Может, конечно, там, или 90 тем более, но сложно. Можете сравнить с BLX с USDT доминацией? ну вот, да, сейчас поставлю, но вот на самом деле, если смотреть, что сейчас происходит по моим алгоритмам, то максимум закол вот чуть-чуть повыше, с большей степенью сейчас, и то, если закрепимся выше справедливого значения, 56, ну это зона от 57 до 55, и потрогать золотой карман. Здесь же и сотая, и ИМА синяя с ними, но очень короткий график, потому что это месячный таймфрейм. Я думаю, можем потестить 50, ну вот здесь, и ИМАшки. 0,382 фиба, 54 примерно. Я открыл у себя сравнение, Что могу бросить? поделиться. Поделиться экраном? Давай, Да, могу да-да, поделиться сейчас. экраном. Так, ребят, сразу простите, потому что надо в ОБС-ку заходить, тут что-нибудь переключить. Да, делитесь. Вот я, пожалуйста, открыл. Видно? Пока Пока, был экран, по- Гошин экран, да. пока нет, я убрал, сейчас зум, но не открывает. У меня вроде как раздалось. Я в зуме я вижу. Сейчас переключится, просто задержка где-то Скорее секунд всего, ну да, у 20. нас там большая во времени задержка. Но вот в любом случае, смотрите, Вот, нижняя красная – это доминация стейблкоина USDT. И доминация USDT стейблов падает, растет цена, как в принципе всегда он и коррелировал. Вот, смотрите, у нас нету такого, что было раньше. Например, о чем я говорю? Если посмотреть, так, какой у нас там? 21, 20. Вот. Когда у нас был корона дамп, вот он. У нас было наоборот очень сильное расхождение. Вот видите, как было в 2020 году. Сейчас у нас такого нет. У нас сейчас наоборот. Биток все перевешивает. Поэтому почему он не может быть и выше? Видите, можно сейчас назад вернуться? Я хочу понять, в чем разница, почему происходит по-другому. По-моему, то же самое, нет? Нет. Помогите мне разобраться. Можно еще раз. А вы Значит, сами откройте у себя, берите BLX Не, и делайте сравнение, и вы попогоняете в любом таймфрейме и увидите, что у нас идет доминация стейбла падает, цена биткоина растет. Стандартная ну ситуация, да, все ну правильно? вот и здесь то же самое вроде, нет? Нет. На 21 году нет.
На 21 годе. Сейчас я открою сейчас 21 год. Извиняюсь. Ой, Сейчас 20, посмотрю 20, ща. 20 год этот коронадамп. Так, глянем. Ну ладно, я потом посмотрю, сейчас не будем заострять. Просто мне чуть показалось, что там то же самое было, но я могу ошибаться. Нет, наоборот. Вот я сейчас открыл, специально зафиксил. Окей. Zoom там, да, наверное. Мгм. Вот я вижу, цена на биток упала, да, в 2020 году. Доминация выросла. Вот она, да? Правильно же? Ну, Совершенно верно, доминация да. же выросла. Ну, Но при этом она вся, была всегда все время выше. И доминация, кстати, если обратите внимание, в смысле выше. она, видите, как еще до Ну, дампа начала относительная. расти. Ну, понятно, это сколько вливалось. Но я имею в виду, что корреляция между ценой на биток и доминацией, она обратная. То есть при росте цены, вернее, при падении цены был рост доминации и наоборот. И сейчас то же самое. Насколько они идут относительно друг друга, то есть ну, как бы в качественном отношении, это другой вопрос. Там могут меняться параметры в зависимости от того, сколько рынка отжимает тезер тот же самый, ну или в принципе Но суммарно опять же, мы стейбл. же неправильно считаем, мы же еще не добавили сюда USDC и Ну да, всякие да, но другие, это да. в среднем все равно как бы по больнице похожая температура получается. Ну да, это проблема в урологическом отделении, другим больным яблочный сок не выдают. Это из этой серии, Да-да-да. да. На этой оптимистичной ноте заканчиваю. Мне уже пора бежать. Очень рад Спасибо. вас был всех видеть, слышать. Взаимно, И МС, взаимно. спасибо огромное, Кирилл, спасибо огромное. Обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, к нашим гостям, подписывайтесь на наш канал на IndexRate. Будем проводить периодически такого рода стримы, вот, и будем рады видеть всех гостей. Ну, а вам еще раз огромное спасибо и до связи, до следующего раза. Всем пока. Пока-пока, спасибо всем. Пока-пока.